Ребята, привет! В эфире снова Даша Техник. И сегодня я вам расскажу про самый необычный автомобиль марки ЗИЛ. Это последнее творение легендарного автозавода. И поскольку история завода имени Лихачева мне очень близка, мне будет очень интересно рассказать вам про этот образец. А начать следует с того, что прототип, который показали широкой публике в конце 2012 года, не является полноценным автомобилем, пригодным для испытаний и эксплуатации. Это ходовой макет, если хотите, концепт-кар, созданный для отработки в реальном масштабе основных компоновочных решений и функциональных возможностей машины, в том числе вопросов быстрого десантирования экипажа в полной экипировке. Поэтому сразу надо сделать скидку на то, что броня на нем имитирована фанерными листами, а вместо бронестекол стоят обычные оргстекла. Но обойтись без такого промежуточного фанерного образца было никак. В проектировании в машину было заложено такое количество новых идей, что прежде чем начать серьезно конструировать, следовало было проверить, как это все функционирует на практике. История этого автомобиля началась в далеком 2008 году. Московский автозавод имени Лихачева при финансовой, а также моральной поддержке правительства Москвы в лице Юрия Лужкова взялся за проект бронированного полноприводного многоцелевого автомобиля грузоподъемностью в 2,5 тонны для специализированных вооруженных сил и сил ведомств, таких как ОМОН и ФСБ. Требовалось создать такую машину, которая, с одной стороны, была как можно более простой и технологичной, с обилием плоских поверхностей, которые упрощали бы бронирование, а с другой стороны, она должна была иметь такие внешние формы с очень индивидуальной выразительностью, чтобы подчеркнуть ее назначение. Дизайн-проект новой машины, чем-то внешне похожий на легендарный ЗИЛ-131, предложил Лев Самохин. В ходе разработки эскизного проекта в августе-октябре 2008 года построили посадочный макет. По компоновке основных агрегатов эта машина не отличалась от подобных конструкций других производителей, типа «Тигр» или того же американского «Хамви», и была максимально приближена к производственным возможностям самого автозавода. Между тем, у проекта была одна изюминка. Один из вариантов компоновки внутреннего пространства предусматривал размещение бойцов спиной друг к другу и лицом к окнам. Так было проще вести круговое наблюдение из машины и стрелять из личного оружия. Вскоре эта идея станет основной, и все последующие варианты будут создаваться уже вокруг нее. В попытке придать перспективной машине новые свойства возникло желание создать что-то принципиально новое. Одним из приоритетных направлений стала малозаметность транспортного средства для средств уничтожения. И в связи с этим возникли новые требования к машине, такие как минимальные габариты и низкий силуэт, ведь чем меньше объект, тем труднее в него попасть, а также радиопрозрачность путем экранирования и применения радиопрозрачных композитных материалов. А также требовалось сделать минимальное тепловыделение и малошумность. Все эти идеи напрямую пересекались с авиационными технологиями стелс, следовательно, и машине требовалось придать соответствующую форму. Проект позволял создать хорошо защищенный автомобиль с усиленной противоминной защитой по принципу МРАП. Это когда корпус машины имеет клиновидное днище и высоко приподнят над землей, а эргономичные антифугасные сиденья для экипажа существенно снижают воздействие от ударной волны, а также от взрывов под колесами или днищем. При необычном и запоминающемся внешнем виде машина получилась на удивление технологичной. Идеально плоские панели кузова значительно облегчают ее производство и бронирование, а уменьшение площади панелей, направленных перпендикулярно направлению обстрела, значительно увеличивали шансы выжить на поле боя. Устрашающего вида передняя панель сделана специально по просьбе специалистов ФСБ России, которые первыми заинтересовались проектом и попросили придать машине такую внешность, чтобы она только одним своим видом предотвращала всякую попытку к сопротивлению. Интересной оказалась и оригинальная компоновка агрегатов машины, когда все ее важные системы убраны внутрь зауженной рамы. Для реализации принципов малозаметности в проект заложили возможность применения гибридного привода, разработка которого планировалась совместно с МГТУ имени Баумана. А на дальнейшую перспективу машины планировалось оснащать мотор-колесом РКК «Энергия». Для ходового макета агрегаты взяли самые современные. Двигатель четырехцилиндровый Cummins, коробка передач и раздатка ZF, а ведущие мосты использовали от КАМАЗа, так как ЗИЛовские не подошли по колее. Сразу после постройки 28 сентября 2009 года ходовой макет был продемонстрирован заказчику, московскому правительству и Юрию Лужкову, который по такому случаю специально приехал на завод. К макетному образцу еще на стадии разработки эскизного проекта был проявлен интерес со стороны одного из управлений антитеррора ФСБ России.
Дважды завод проводил демонстрацию макетного образца с участием бойцов этого подразделения в полном снаряжении для оценки удобства размещения внутри, действия в оперативной обстановке и скорости десантирования. И оба раза оценка была положительной. Так, по своим тактико-техническим характеристикам машина оказалась на голову выше всех своих аналогов, как отечественных, так и зарубежных конструкций. Но все же вопросы к первому образцу остались. В частности, далеко не идеально оказалась обзорность вперед через сильно наклоненные лобовые стекла, которые хоть и соответствовали требованиям ГОСТа, но оставались далеко не идеальными. Со временем проект бронированного спецавтомобиля стал для зиловцев едва ли не главным с точки зрения занятости конструкторов, технологов и всего экспериментального цеха. Но, как мы знаем, до стадии серийного производства этот интересный автомобиль так и не дошел. К 2014 году завод имени Лихачева почти полностью перестал существовать. И сейчас на месте его сборочного цеха красуется автосалон марок Mercedes и Audi. И надеюсь, вам понравился такой формат моих видео. Если да, то ставьте лайки и пишите комментарии. А также переходите на мой второй канал Dasha Models. Там я строю модели танков, самолетов, автомобилей и, конечно же, зилков. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. А также заходите на мой Дзен или ВК-группу. Там я также публикую статьи на исторические темы. Пока-пока.